Это новая версия Gcam 7 для Xiaomi Mi 9 с функционалом для продвинутых пользователей. В арсенале приложение имеет управление отдельно 3 модулями камеры и раздельную для каждого модуля ручную корректировку резкости, контрастности, насыщенности, подавления яркостного и цветного шумов. Еще в этой версии Gcam имеется ручная коррекция автоэкспозиции и максимальной выдержки режимов ISO отдельно для основной и фронтальной камеры. С предыдущей версии, Gcam 7.2.0.10v1.1, конечно, остались увеличенный цифровой зум в 30 крат, функция следящий фокус и модифицированный режим ночная съемка с опцией астрофотография. Только теперь опция астро дополнена ручной коррекцией выдержки. А в качестве бонуса в этой версии Gcam ускоренное видео, таймлапс можно снимать с разрешением 4К. И конечно есть возможность моментально скидывать отснятые фото и видео прямо из Google Camera 7 одновременно в 3 выбранные любимые социальные сети. Теперь перейдем непосредственно к установке этой камеры на наш Xiaomi. Установка. Перед установкой Google Camera 7 для корректной работы приложения, обязательно удаляем предыдущую версию Gcam. Для этого нажимаем и удерживаем иконку старого приложения Gcam. Нажимаем кнопку «О приложении». Внизу нажимаем «Удалить». И без сожаления нажимаем кнопку «Ок». Отлично, старая версия нашей Google камеры удалена. Теперь для установки Google Camera 7 на наш Xiaomi Mi 9. В описании под этим видео кликаем ссылку на APK-файл приложения. И нажимаем кнопку «Скачать». Однозначно нажимаем кнопку «Все равно скачать». Здесь ничего не меняем, нажимаем «Ок». Ждем около минуты, пока приложение Gcam 7 загрузится в наш Xiaomi Mi 9. Отлично, нажимаем «Установить». Приложение Google Camera 7 устанавливается. Нажимаем «Открыть». Разрешаем все запросы нажатиями кнопки «Разрешить». Приветствуем новую версию Google Camera 7 на борту. Интерфейс. Интерфейс программы стандартный для 7-й Gcam. Для вызова быстрых настроек необходимо свайпнуть вниз по экрану. Все режимы и быстрые настройки остались, как и в прошлой версии. В пункте «Еще» находятся остальные интересные режимы. В этой версии Gcam, к сожалению, не работает режим замедления. Рассмотрим опции, доступные на экране видоискателя. Если кликнуть экран видоискателя, включается полезная опция «Следящий фокус». Эта опция помогает при фотографировании постоянно движущихся объектов, например, при съемке детей или животных. При необходимости следящий фокус отключается повторным кликом. Также при клике по видоискателю активируются регулировочные движки зума и экспозиции. Регулировка зума позволяет увеличивать картинку до 30 крат в режимах камера и ночная съемка. До 20 крат в режиме портрет. И до 3 крат в режиме видео.
Регулировка яркости имеет опцию блокировки автоэкспозиции. А в режиме видео одновременно с автоэкспозицией блокируется и автофокус. Еще одна опция интерфейса этой версии Gcam. Это двойным тапом в черной области тачбара быстро открывается меню коррекции автоэкспозиции. Модули камеры. В этой модернизированной сборке приложения, в отличие от стандартной Gcam 7, для фотосъемки можно выбирать любой из 3 объективов камер. Для активации этой опции заходим в настройки. Для этого нужно свайпнуть вниз по экрану и нажать значок шестеренки. Находим и кликаем пункт «Расширенные настройки». И в самом низу меню открываем пункт «Дополнительные объективы». Здесь тумблер «Показать кнопки» включает отображение кнопок объективов на экране. Телефото активирует кнопки объективов телевик и главный. Тумблер широкоугольный активирует кнопку объектива широкоугольный. Теперь для съемки можем выбирать любой из 3 объективов камеры. Кнопка 1 работает объектив главный. Кнопка 0.6 включает объектив широкоугольный. Кнопка 2 включает объектив телевик. При необходимости кнопки объективов камер также можно убрать с экрана. Для этого достаточно выключить тумблер «Показать кнопки». Теперь кнопки объективов не будут отображаться на экране видоискателя. Астрофотография. Эта версия Google Камера 7 имеет чудесную опцию «Астрофотография». Переходим в режим «Ночная съемка». Нажимаем на кнопку затвора, чтобы сделать тестовый снимок. Стандартный режим «Ночная съемка» Google Камеры 7 работает так. Теперь для активации опции «Астрофотография» заходим в настройки. Находим и кликаем пункт «Расширенные настройки». Находим режим астрофотографии и включаем его. Выходим из настроек. Переходим в режим «Ночная съемка». Теперь, как мы видим, всплывающая подсказка указывает, что режим астрофотографии включен. Нажимаем на кнопку затвора, чтобы сделать снова тестовый снимок. Теперь наш режим «Ночная съемка» работает по уникальному алгоритму. При полной темноте выдержка может составлять несколько минут. Поэтому для съемок с такой длинной выдержкой рекомендуется использовать штатив или обеспечить устойчивость смартфона другим доступным способом. Снимок в режиме астрофотография готов. Теперь сравним 2 наших тестовых снимка, сделанных в режиме «Ночная съемка». В этой версии Gcam автоэкспозицию в режиме астрофотографии можно отключить, принудительно установив фиксированную длину экспозиции. Для этого заходим в настройки. Находим и открываем пункт «Расширенные настройки». Находим и открываем опцию «Коррекция астрофотографии». Значение по умолчанию меняем на нужную длину экспозиции. Теперь длина экспозиции в режиме астрофотографии будет всегда одинаковой, независимо от условий освещения. Коррекция автоэкспозиции. В этой сборке есть возможность вручную регулировать значение экспозиции в зависимости от интенсивности освещения. Для изменения этих параметров заходим в настройки.
Находим и кликаем пункт «Расширенные настройки». И в самом низу меню открываем пункт «Коррекция автоэкспозиции». Здесь можно установить желаемые значения автоэкспозиции отдельно для основной и фронтальной камеры, а также установить желаемую максимальную выдержку режимов ISO. Обработка изображения. Главное отличие этой версии Gcam от предыдущей – это возможность ручной настройки резкости, контрастности, насыщенности изображения и подавления яркостного и цветного шумов. Чтобы воспользоваться этой опцией, заходим в настройки. Находим и кликаем пункт «Расширенные настройки». Находим и открываем пункт «Обработка изображения». Для активации пользовательских настроек кликаем тумблер «Включить». Теперь нам стали доступны ручные настройки отдельно для основной камеры, телефотообъектива и широкоугольного объектива. Для примера открываем пункт «Основная камера». Выбираем, например, насыщенность. Здесь по умолчанию установлена 1,0. Для большей наглядности установим минимальную насыщенность 0. Выходим из настроек и нажимаем кнопку затвора, чтобы сделать тестовый снимок. Теперь в настройках опять открываем обработка изображения, основная камера, насыщенность. В этот раз установим максимальную насыщенность 2. Выходим из настроек и нажимаем кнопку затвора, чтобы опять сделать тестовый снимок. Теперь сравним два наших тестовых снимка, сделанных с минимальной и максимальной насыщенностью цвета. В пункте «Обработка изображения» есть еще одна опция – тоновая кривая. Кликаем ее и нажимаем «Активировать». Здесь можно сделать мягкую коррекцию точки черного и точки белого, а также подкорректировать отдельно уровень темных и светлых сцен. Чтобы до конца разобраться, как правильно пользоваться этими настройками, откройте пункт, нажмите здесь, чтобы узнать больше. Внимательно ознакомьтесь с приведенными здесь рекомендациями. Еще одна фишка, присущая только для Google Камера 7, это отправка отснятого фото сразу в выбранную социальную сеть. Открываем пункт «Публикация в социальных сетях». Кликаем тумблер «Включить». Выбираем и активируем на выбор 3 любимые социальные сети. Можно выбрать не более 3 приложений. Выходим из настроек и нажимаем кнопку затвора, чтобы сделать тестовый снимок. Нажимаем на выезжающую стрелку и выбираем нужную социальную сеть. Здесь же перед отправкой можно сразу прокомментировать свое фото. Вот так быстро и удобно теперь пользоваться Google Камера 7. Удачных тебе съемок с камерой Gcam! Не забудь поставить лайк и подписаться, чтоб не пропустить следующих новых интересных версий Gcam.